Почему у корейцев даже обычный обед или ужин выглядит как праздничный стол? Перед каждым человеком стоит рис, а весь стол заставлен маленькими тарелочками с едой. И самое удивительное, это не праздник, не семейное застолье и даже не выходной. Для корейцев это может быть просто обычный обед или ужин, например, во вторник. Но все эти блюда на столе появляются не случайно. За ними стоит целая система, о которой я вам сегодня расскажу. На примере 10 блюд я вам сегодня покажу 5 самых популярных категорий корейских закусок, которые можно разделить на бланшированные, маринованные, тушеные, жареные и свежезаправленные салаты. И после просмотра этого видео вы уже будете смотреть на корейский стол знающими глазами. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Food Court. Итак, весь корейский стол глобально делится на две части. Это пап и панчан. Пап — это отваренный рис, и он является основой традиционного приема пищи. Но вторая часть, самая интересная, это так называемый панчан, то есть дополнительные закуски. И именно в них кроется суть вкуса корейской кухни и вариации этого вкуса. Комбинируя эти разные блюда вместе с рисом, вы создаете для себя уникальный гастрономический опыт, а также прекрасную гармонию вкуса у себя во рту. Панчан — это ярко, вкусно и, самое главное, полезно. Многие из вас думают, что готовить все эти закуски долго и сложно, но на самом деле это не так. На приготовление сегодняшних 10 блюд у меня уходит примерно 3 часа, но хватает их на неделю. И именно такое многообразие позволяет чувствовать каждый прием пищи не как физическую необходимость, а как целый праздник. В общем, устраивайтесь поудобнее, ну а я приступаю к готовке. И первая категория корейских панчанов называется намуль. Под словом намуль в корейской кухне подразумевают блюда из овощей, дикорастущих трав, кореньев, зелени и листьев, которые сначала отваривают, либо бланшируют, а уже после заправляют специями. Приготовим мы сегодня самые популярные блюда этой категории, а именно коннамуль — это панчан из пророщенных ростков сои, и щигымчи-намуль — это панчан из шпината. Итак, первым делом наши главные ингредиенты нам надо бланшировать. Для этого в кипящую воду закидываем ростки сои. Держим их так в горячей воде 3 минуты. Регулярно помешивайте. Спустя 3 минуты достаем ростки сои и закидываем их в ледяную воду. Дайте им там остыть полминуты, а далее аккуратно достаньте и дайте лишней воде стечь. Следующим бланшируем шпинат. Также закидываем его в кипящую воду и держим 1 минуту. Шпинат более нежный по своей текстуре, поэтому не больше минуты, иначе получится каша из шпината. Если вы готовите несколько панчанов из категории намуль, то шпинат бланшируйте в конце, потому что после него вода будет зеленая, и это может отразиться на внешнем виде другого панчана. Теперь достаем и закидываем в ледяную воду. Также пусть остынет, и далее отжимаем хорошо его руками от лишней воды и перекладываем в миску. Теперь добавляем половину столовой ложки измельченного чеснока. Это придаст яркости и небольшую остроту. Далее добавляем 1 столовую ложку соуса из анчоусов. Если у вас нет такого, то замените на соевый соус. 1 столовую ложку кунжутного масла, 1 щепотку соли и по желанию жареные семена кунжута. Теперь все хорошо и тщательно перемешайте. Проще всего сделать это руками. Первый панчан у нас готов. Есть его, кстати, можно сразу. Теперь перекладываем щигымчи-намуль аккуратно в контейнер и убираем в холодильник. Время заняться вторым панчаном. Принцип заправки ростков сои, как и всех панчанов категории намуль, очень похож. Я первым делом добавляю немного острого перца кочукару. Это по желанию, данный панчан обычно готовится без перца. Далее также кладем 1 столовую ложку измельченного чеснока, 1 ложку рыбного соуса либо соевого, 1 столовую ложку кунжутного масла, щепотку соли и теперь перемешиваем. Тщательно и хорошо, чтобы вкус был равномерным. Итак, панчан из ростков сои коннамуль готов. Перекладываем в контейнер и убираем в холодильник. Чанаджи — это категория маринованных панчанов. Чанаджи готовится обычно таким образом, что обычно овощи, коренья, грибы или даже морепродукты выдерживаются в специальном маринаде на основе соевого соуса. Мы сегодня с вами приготовим популярные варианты из репчатого лука, который называется ямпа чанаджи, и из чеснока, который называется маныль чанаджи. Первым делом надо подготовить все ингредиенты. Нам их понадобится немного. Начнем с основных. Репчатый лук нарезаем крупными кусками. Ориентируйтесь таким образом, чтобы эти кусочки были размером на 1 укус. Далее острый стручковый перец. Если не хотите остроты, то можете заменить на сладкий болгарский перец. Нарезаем небольшими кусочками. Чеснок нам надо лишь промыть и отрезать заднюю часть у каждого зубчика. Чеснок у нас маринуется целиком. Теперь сразу перекладываем репчатый лук в контейнер, в котором будем мариновать. Также сразу кладем к нему небольшое количество нарезанного стручкового перца. С чесноком поступаем точно так же. Следите, чтобы он лежал равномерно по всей площади контейнера. Также добавляем нарезанный перец.
Далее приготовим маринад. Я готовлю сразу на 2 панчана, поэтому количество маринада будет соответствующее. Итак, вливаем 400 мл воды, далее 200 мл соевого соуса, 140 грамм сахара, ну а после надо добавить уксус, но мы его добавим позже. Теперь включаем плиту, доводим до кипения, буквально так кипятим минуту, регулярно помешивая, пока весь сахар не растворится. Далее выключаем плиту и вливаем теперь 150 мл 6% рисового уксуса. Хорошо перемешиваем, наш маринад готов. Очень важный этап. Мы не даем маринаду остыть. Мы его вливаем к луку и чесноку в горячем виде. Да, это очень важно. Не пренебрегайте этим шагом. Теперь убираем в сторону и ждем, пока остынет. Ну а после накрываем крышкой и убираем в холодильник. На следующий день можно есть. 2 панчана Янпа Чанаджи и Маныль Чанаджи готовы. Следующая категория корейских панчанов называется мучим. Слово мучида в корейском языке дословно переводится как что-то перемешивать с помощью рук вместе с приправами. Короче говоря, заправлять. Поэтому мучим это практически любые продукты, которые перемешали с каким-то соусом либо приправами. То есть, если в категории намуль делается упор именно на собственный вкус продукта, а приправы и специи лишь помогают раскрыть этот вкус, то в категории мучим все наоборот. Приправы, специи и соусы здесь равноценные с основным продуктом игроки. Есть, кстати, смешанные варианты, например, тот же коннамуль мучим, который очень популярен в корейских щиктанах. Именно к бланшированным росткам сои добавляется больше специй, приправ, больше перца и, конечно же, добавляется еще и уксус. В общем, сегодня я покажу вам 2 популярных блюда из этой категории корейских панчанов, а именно закуску из огурцов под названием ои мучим, а также из кальмара под названием оджино мучим. Подготовим основные ингредиенты. Первым я нарежу огурец и морковь. Чуть позже поймете почему. Итак, огурцы я обычно нарезаю просто поперек на кружочки. Для ои мучим можно нарезать соломкой, брусками, полукругами и так далее. Как вам больше нравится. Но я для себя вывел, что на кружочке самый оптимальный вариант. Морковь же мы нарезаем соломкой. Для этого можно взять специальную терку, а можно просто нарезать ее сначала на пластины, а уже потом нашинковать тонкой соломкой. Репчатый лук нарезаем полукольцами либо перьями. Нарезайте как вам нравится, но обычно, когда нарезаете перьями, то сама текстура репчатого лука в салате потом приятнее ощущается. Теперь нам надо в огурцы и морковь добавить соль. Добавляем буквально пару щепоток. Делаем мы это для того, чтобы огурцы и морковь отдали лишнюю влагу. Таким образом у нас потом панчаны не утонут в воде и не потеряют вкус. Даем им постоять 30 минут. Далее кальмар. Его надо почистить от хорды, остатков внутренностей и, конечно же, от пленки. Далее нарезать на полоски. Я купил сразу очищенный и нарезанный, поэтому теперь его надо довести до готовности. Делается это легко. В сковороду добавляем 100 мл воды и закидываем кальмар. Как только вода закипит, держим так минуту, регулярно помешивая. Далее выключаем огонь и промываем кальмар под холодной водой. Пока ждем огурцы и морковь, давайте смешаем соус для заправки этих 2 панчанов. Для этого в глубокую миску добавляем 2 столовые ложки красного молотого перца кочукару, 1,5 столовые ложки корейской пасты кочудян, 1 столовую ложку измельченного чеснока, 1,5 столовых ложки сахара, 2 столовых ложки 6% рисового уксуса, 5 столовых ложек соевого соуса и, конечно же, 2 столовых ложки кунжутного масла. Теперь хорошо перемешиваем до однородного состояния и пока не растворится сахар. Ну все, соус готов. Тем временем огурцы и морковь настоялись. Вы посмотрите, сколько лишней воды они выделили. Теперь добавляем 1-2 столовых ложки соуса и хорошо перемешиваем. По желанию можете добавить немного репчатого лука. Перемешивайте тщательно. Далее перекладываем огурцы в контейнер и даем им настояться хотя бы пару часов. Все, панчан ои мучим готов. Ну а мы возвращаемся к кальмару. Также в глубокую миску закидываем кальмар, морковь, репчатый лук. Добавляем оставшийся соус и хорошо, тщательно перемешиваем. Как вы заметили, я всегда делаю это руками, потому что так сделать это проще всего. Ну и все, теперь перекладываем панчан в контейнер. Оджино мучим готов. Также дайте настояться ему пару часов и можно есть.
Наконец-то мы добрались до моей любимой категории корейских панчанов под названием чорим. Глагол чорида в корейском языке дословно переводится как тушить либо выпаривать. В общем, суть заключается в том, что при приготовлении блюд данной категории корейских панчанов мы медленно тушим те или иные продукты в соусе до полного пропитывания их вкусами. То есть продукт готовится в небольшом количестве жидкости, пока соус не впитается или не превратится в густую глазурь. Сегодня я покажу вам, как готовить короля всех чоримов, панчан из говядины и перепелиных яиц под названием чанчжорим, а также простую закуску из тушеного тофу под названием тубу чорим. Первым делом нам надо подготовить говядину. Для этого надо ее замочить в холодной воде хотя бы на 30 минут, чтобы все остатки крови вышли из мяса. Далее перепелиные яйца. Их надо отварить. Для начала подсолим воду, а далее ее вскипятим. Теперь закидываем яйца и варим так на умеренном огне 5 минут. После того, как время выйдет, обязательно сливаем кипяток и перекладываем яйца в ледяную воду. Благодаря этому у нас легко отойдет скорлупа. Ну а теперь не спеша и аккуратно чистим каждое яйцо от скорлупы. Вот такая красота у нас получилась. Следующим шагом нам надо говядину отварить. В глубокую кастрюлю кладем репчатый лук, лук-порей, несколько зубчиков чеснока, выкладываем говядину, заливаем это все водой, чтобы содержимое кастрюли было полностью под ней. Включаем плиту и ждем, когда закипит. Аккуратно убираем образовавшуюся пенку. Это важный шаг. Нам нужен будет чистый бульон. И как вода начнет бурлить, убираем огонь на медленный, накрываем крышкой и варим так 1 час. Спустя час выключаем огонь, достаем говядину и даем ей немного остыть. Бульон же нам нужно обязательно процедить. Все, что было внутри, а именно лук, чеснок, порей, все это мы выкидываем. Они отдали свой вкус и больше не нужны. Тем временем говядина остыла. Надо ее теперь разобрать на волокна. Делается это легко. Просто руками разрываем ее на такие вот небольшие кусочки. Результат должен получиться такой. Теперь самое интересное. Берем глубокую кастрюлю. Я взял глубокую сковороду вок. Закидываем в нее говядину. Также внутрь закидываем перепелиные яйца. Несколько зубчиков чеснока. Теперь вливаем 750 мл нашего говяжьего бульона. Включаем огонь. Далее вливаем 130 мл соевого соуса. 1 столовую ложку устричного соуса, 2 столовых ложки сахара и 2 столовых ложки кулинарного вина Мацуль. Вы его знаете как мирин. Если нет такого, то можете этот шаг пропустить. Как только все это закипит, убавляем огонь на средний и тушим так 20 минут. Время от времени помешивайте. За 7 минут до конца добавьте стручковый перец квари кочу. Вы его знаете под японским названием шишито. Перемешиваем и тушим дальше. Если нет у вас такого перца, его либо можно не добавлять, либо заменить на сладкий болгарский перец. Итак, обратите внимание, жидкости стало намного меньше. Яйца у нас приобрели яркий коричневый цвет, а говядина еще сильнее разварилась и пропиталась вкусом. Это один из моих самых любимых панчанов, обязательно его попробуйте. Теперь быстро приготовим тубу чорим. Он, в отличие от чанчжорим, готовится проще. Нарезаем зеленый лук, красный и зеленый стручковый перец. Ну и конечно же тофу. Нарезаем его просто на пластины. Нужен обычный тофу. Ни копченый, ни маринованный, ни какой-либо еще. Просто обычный тофу. Далее ставим сковороду на плиту, включаем огонь, добавляем немного растительного масла, выкладываем тофу и ждем, когда он начнет жариться. Как увидите, что снизу появляется корочка, кладем сверху нарезанный репчатый лук, зеленый лук и стручковый перец. Вливаем 150 мл воды. Теперь добавляем 3-4 столовых ложки соевого соуса, 1 либо 2 столовых ложки красного молотого перца кочукару, половину либо целую ложку сахара и 1 столовую ложку измельченного чеснока. Теперь накрываем это все крышкой и тушим так на среднем огне 10 минут. Ну все, готово. По желанию можно еще добавить сверху чайную ложку кунжутного масла и подавать на стол. Либо дать остыть и переложить в контейнер. И наконец последняя на сегодня категория корейских панчанов под названием покым. Весь процесс здесь сводится к быстрой обжарке тех или иных продуктов с добавлением масла, чеснока и небольшого количества специй. Приготовим мы сегодня с вами посот покым, это корейский панчан из жареных грибов, а также эобак покым, то есть жареные кабачки по-корейски. Как обычно, начинаем с подготовки ингредиентов. Начнем с кабачков. Я беру обычно молодые кабачки, либо цукини. Разрезаю вдоль пополам и далее нарезаю на полукружочки. Так они потом выглядят красиво в готовом блюде. Но можно нарезать на брусочки, либо соломкой. Но имейте в виду, что к центру кабачки более мягкие. И из-за этого может получиться так, что часть кабачков у вас после термической обработки превратятся в кашу. Поэтому нарезать полукругами более практично.
Также для этого панчана нам понадобится немного репчатого лука и морковь. Далее берем глубокую сковороду, добавляем 1 столовую ложку растительного масла и сразу закидываем репчатый лук и нарезанную соломкой морковь. Жарим так буквально 1 минуту, регулярно помешивая. Добавляем половину столовой ложки измельченного чеснока и быстро постоянно перемешиваем. Жарим так буквально 40 секунд. Теперь закидываем кабачки. Сразу хорошо перемешайте. Обжаривайте кабачки так 3 минуты. Теперь добавляем 1 столовую ложку устричного соуса и 1 столовую ложку рыбного соуса, либо соевого соуса. Быстро перемешиваем, обжариваем еще пару минут. Напоминаю, что все это делаем мы на сильном огне, поэтому постоянно помешивайте, чтобы ничего не подгорело. Теперь добавляем чайную ложку кунжутного масла, еще пару раз перемешиваем, выключаем огонь, и наш панчан из кабачков Эгобак Покым готов. По желанию добавьте щепотку черного молотого перца, а также жареные семена кунжута. Ну и конечно же перекладываем панчан в контейнер. Для второго панчана я взял королевскую вешенку. Некоторые знают эти грибы как эринги, либо как степной белый гриб, либо еще часто можно встретить название королевский устричный гриб. В корейской кухне его называют сэсоннипосот, но также для этого панчана подойдут и свежие грибы пёго. Вы их знаете под японским названием шиитаке. Итак, нарезаем вешенку на крупные брусочки. Я обычно нарезаю их сначала на пластины, а уже потом вдоль волокон на бруски. Далее в глубокую сковороду вливаем 1-2 столовых ложки растительного масла. Включаем огонь. Когда сковорода разогреется, закидываем внутрь нарезанные грибы. Первые 2 минуты время от времени помешивайте. Вы станете замечать появление золотистого цвета на грибах. А также заметите, что грибы стали ужариваться и уменьшаться в размере. Теперь перемешиваем регулярно, чтобы грибы поджарились равномерно. Спустя 5 минут они почти полностью приготовятся. Теперь нам надо добавить столовую ложку соевого соуса. Добавляем по краям сковороды. Вы сразу почувствуете приятный дымный аромат. Перемешиваем грибы и жарим еще 1,5-2 минуты, регулярно помешивая. Посмотрите, какого красивого цвета получается этот панчан. Перекладываем его теперь в контейнер. По желанию посыпаем жареными семенами кунжута и убираем в холодильник. Вы только посмотрите на эту красоту. Этих панчанов хватит полноценно на неделю для целой семьи. При условии, конечно же, что они будут идти к рису и какому-нибудь основному блюду в качестве сопроводительных блюд. Разнообразное сочетание данных закусок превратит каждый ваш прием пищи в небольшой праздник. Если у вас посреди недели не будет времени на готовку, всегда можно приготовить бибимпап, просто накидав к рису 4-5 видов панчанов, жареное яйцо и кочудян в качестве соуса. Теперь вы знаете 5 самых популярных категорий корейских панчанов, и видя название, например, намуль или чорим, вы будете понимать принцип приготовления того или иного корейского салата. Обязательно попробуйте приготовить эти блюда. Не обязательно все разом, как я в этом видео, но я уверен, вы будете в восторге от результата. Итак, друзья, данные категории корейских панчанов, они не единственные. Есть еще также мари, чим, обширная категория кимчи, чон, куи, сэнче и много-много других вариантов. Более того, в каждой категории корейских панчанов, которые я вам сегодня показал, есть еще много других блюд. Поэтому, если вы вдруг хотите все это дело увидеть, обязательно поставьте лайк этому видео и дайте знать об этом в комментариях. Ну а я надеюсь, что видео вам понравилось и вы уже поставили лайк этому видео, а также подписались на канал, если вдруг еще не были подписаны. Ну а я напоминаю, что с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца, и увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!